Данное видео будет интересно посмотреть тем, у кого нет проекта. Это им облегчит задачу именно в расчетах. И полезно также будет посмотреть это видео тем, у кого есть проект, и те, кто хочет приобрести его. Приветствую вас, друзья, на своем канале Пламя. Я сейчас нахожусь на своей даче. И в этом ролике я хочу рассказать вам, как рассчитать высоту перекрытия дровника. Ну и вообще, почему 12 рядов на моих конструкциях, а не 13 или там меньше. Значит, данная задача моя разъяснить, как рассчитать перекрытие дровника. Если вы хотите перекрывать на уголок, то есть прямое перекрытие сделать. И также расскажу про полуарочное перекрытие. Ну что, давайте приступим. Сразу расскажу вам все по порядку. Во-первых, 12 рядов. Вот я разложил специально 12 рядов, чтобы было наглядно видно. И можно было посчитать. 12 рядов это стандартная высота. Получается она в районе 90 сантиметров. То есть высота кухонных столешниц у нас примерно вот такая. Что подходишь и руками ты все делаешь. Даже если ты небольшого роста, вот, ты тоже можешь подогнуть руки и свободно разделывать что-то на этом столе. Ваш рост более 2 метров, то, конечно, вам низко будет, и тогда с учетом роста надо будет поднимать еще на ряд или на 2. Но это все индивидуально рассчитывается, очень элементарно. Человек сгинает руки в локтях, подходит и говорит: вот так мне комфортно. Вы замерили рулеткой вот это, вот так, и собираете уже конструкцию с учетом пожелания вашего заказчика. Теперь, как рассчитать высоту перекрытия дровника. Что надо учитывать в этом? На чем надо сконцентрировать внимание, да, и от чего же происходит расчет? Расчет данной высоты происходит от финишной высоты мангала, а именно того ряда, где будет жариться непосредственно шашлык. Это вот именно дровник, как перекрывать. Печка под казан, у нее все понятно, все это ясно. 12 рядов, 2 ряда снизу, потом 2 ряда поддувальная дверка, 2 ряда между дверками, топочная дверка на 3 ряда и перекрывается дверка, и сверху дверки уже остается у нас 1, 2, 3 ряда. 2 крайних ряда я выпускаю так, каждый напуск по 2 сантиметра, получается обвязочка, как правильно назвать, карниз. Карниз может тоже быть разных видов, и с зубами дракона, и на ребро так тычковым рядом пройти. Это уже на ваш вкус. Но надо учитывать тоже высоту. Если на ребро, то значит чуть ниже будет конструкция. Это вот печка, 12 рядов. Все рассчитано, все, не надо ничего изобретать. Собирайте вот так вот получается. Это будет непосредственно дно шамотного кирпича. То есть я его выкладываю елочка. Это уже мой стиль. Я уже не экспериментирую. Каждый мой заказчик получает в подарок дно елочкой. Я его выучил, научился его собирать. Оно чем отличается от такой простой кладки? У простой кладки идет линейное расширение, то есть вот так вот так и вот так, крестообразно, будем так говорить, линейно, в одну линию, то есть. А когда елочкой вы складываете или лесенкой, то здесь уже идет радиальное расширение, то есть во все стороны равномерно расширяется дно. Для новичков это очень сложная задача, но, друзья, если вы будете собирать дно елочкой, это ваш рост, это ваш профессионализм, это преимущество ваше перед другими печниками. И в конце концов, простую конструкцию может собрать любой человек, а вы должны постоянно расти, постоянно развиваться, использовать новые технологии, делать конструкцию, которая отвечает тем деньгам, которые вы просите за свою работу. 11 ряд, это у нас уже идет дно шамотного кирпича. Теперь внимание, под этим шамотным кирпичом надо уместить 2 слоя простых
простого кирпичного дна. То есть опускаемся от 11 ряда еще на 2 ряда. Значит, это у нас получится уже 9 ряд. На 9 ряду, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, 8 ряд, на него вы уже будете устанавливать уголки и выкладывать первое дно простым кирпичом. Простой кирпич, это вот это называется простой кирпич. Еще называют его забутовочный, колхозный называют у нас на Кубани, потому что в колхозах раньше его делали. Значит, рядовой, пластичка, по-разному все называют. Кто-то говорит даже печной. Печку, кстати, можно тоже из него сделать. Он очень хорошего качества. Доходите до 9 ряда. 8 ряд вы выложили. Вот эти стенки вот боковые. Положили уголки. И выкладываете вот так кирпичи. Линейно. Их между собой раствором не соединяете. На моем канале есть подробное видео, где я это все показываю. То есть уголки должны лежать свободно. Это первый ряд. Второй ряд вы перекрываете вторым слоем кирпичей. Это будет второе дно, так называемое. Вы уже там с перевязкой раскладываете. Вот видите, у меня старый огнеупорный кирпич. Значит, выложили 2 слоя дна на цементно-песчаный раствор, друзья. Цемент с песком 1 к 4. Что значит 1 к 4? Одна часть цемента и 4 части песка. 1 к 4. Части вы уже сами их в пропорциях, соотношениях рассчитываете. Чаще всего это 1 ведро цемента и 4 песка. 1 к 4. Можно сделать и 1 к 3. Это не особо принципиально. Значит, смотрите. 2 дна вы выложили. У вас получается 9, 10. Все. Это сформировано. На него вы укладываете огнеупорный шамотный кирпич. Этот кирпич вы уже укладываете на шамотную огнеупорную смесь. Друзья, минутку внимания. Очень часто у меня спрашивают, на какую смесь ложить. Какой смесью я пользуюсь. Ребята, отвечаю, в каждом регионе своя разновидность огнеупорной смеси. Вот сейчас вы видите, представлена смесь Основит. Значит, самое важное, на чем надо обратить свое внимание, на количество, вернее, на температуру, которая указана на мешках. У меня здесь МП 1300, это значит 1300 градусов выдерживает температуру вот эта смесь. Дно выкладываете на смесь с температурой, которая указана выше 1000 градусов. Это самое жаркое место в вашем барбекю. В печке под казан там вся печка с такой температурой. То есть берите смесь, чтобы была указана 1000 градусов, это минимум. Потому что в печках, именно здесь, 950, 1000, в печке может даже 1100 градусов достигнуть температура. На дровах, я имею в виду дрова. Уголь не считается. Все, запомнили, друзья. Мертель, там, не мертель, терракот, неважно. В общем, смотрите, чтобы 1300 градусов. И смотрите, чтобы мелкий помол был. Чтобы не было, знаете, как гречка там внутри. Есть такой мертель 31, но по факту там гречка. Внутри фракция такая, как гречка. У Основита очень грамотно подобрана гранулометрическая составная, то есть все гранулы, они примерно одинаковой формы, размерами, склеиваемость очень высокая с глиной. Это очень качественная смесь. Дальше вы можете использовать смесь уже менее 1000 градусов. На стенке там можете и 800 градусов, есть еще МФ 800, вот такая смесь прилипает прям. Даже кирпич смачивать не надо, сразу раз прилипло и держится. Это смесь МФ 800. У меня ее здесь нету, в гараже лежит. Понятно по смыслу. Вы выкладываете вот это шамотное дно,
неупорный кирпич на вот эту смесь. Ну, кто-то хочет, ложите на глину, не важно. Можете вертикальные швы замазывать, можете не замазывать. Главная ваша задача сформировать его в одной плоскости, чтобы оно идеально гладкое было. Если не получается, вы потом можете подшлифовать, чтобы не торчали кирпичи вот так, ступенек не было. Иначе заказчик, ну или если вы для себя собираете, вы когда кочергой будете чистить дно, то кочерга будет цепляться за этот выступ кирпичей. И некомфортно будет, знаете, неприятно. Поэтому на это сконцентрируйте внимание. Разложили дно. Можете на сухую сначала спозиционировать его, напилить кирпичей. Это очень много резать, там углы отрезать. Вы его спозиционировали, посмотрели, как оно у вас сформировано. Все вас устраивает. Находите самую высокую точку, бугорок, ну, колхозный кирпич вы когда укладывали, где-то выше получился. Это будет самая высокая точка. Самый тонкий слой будет глины вашей, ну, шамотной смеси. От нее вы отталкиваетесь, выкладываете шамотное дно. Все. Это по дну. Вот, сейчас я вот так еще ряд подниму половинками. Будет у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Перекрываю. Ряд идет в одной плоскости со стенкой. Выделит вот эту рамку. И потом пройдет первый ряд с выпуском и второй ряд с выпуском. А вот это уже будет общая высота и обрамление, и дно мангала. На этой высоте будет выкладываться. Друзья, и если у вас арка будет устанавливаться на перекрытие дровника, значит вам надо будет учитывать вот эту толщину опалубки. Ее вы считываете. Вот эта точка у вас должна быть вот здесь вот, на вот этом, на 8 ряду. Значит, здесь у вас, да, допустим, там 14 сантиметров. Вы вот так 14 сантиметров раз ниже отметили. Значит, вот сюда ставите вот так вот опалубку. Бац. И у вас все подошло четенько. Вы вот так перекрываете дровничек. И у вас все получается. Единственное, что у вас арка войдет прямо в карниз. Поэтому я вам рекомендую опалубку, арку ставить на ряд ниже. Чтобы у вас между вот этим кирпичом, который пройдет на обрамление, и карнизом получился ряд кирпича в одной плоскости с основной стеной всей конструкции. Тогда у вас будет рельеф выступать. Вот это обрамление будет. И карниз будет выступать, чтобы не входил вот этот кирпич на полуарке в сам карниз. То есть вы ставите арку ниже на ряд, проходит арка у вас заканчивается, и ряд сверху арки будет в одной плоскости. Ну, я думаю, все понятно. Небольшой мастер-класс по баварской кладке. Присаживайте так, чтобы визуально примерно около сантиметра была толщина шва. Подбираете мастерком выдавившийся раствор. Сзади также смотрите, чтобы раствор не висел. Теперь проверяем уровнем. Выравниваем все, чтобы по уровню было. Горизонтальную плоскость. И теперь проверяем вертикальную плоскость. Выравниваем. Все, кирпич на месте. Теперь зачаливаем леску. Вот такая у меня зачалка, проволочка. Леску продеваем так, чтобы она под низом проволочки была. Не сверху вот так, а именно под низ.
Ставим, зажимаем кирпичиком. Все, натягиваем лесочку. Вот так. Выравниваем плоскости и продолжаем кладку. Проемчик для дверки в топочную камеру готов. 3 ряда и устанавливаем дверку в короб из нержавейки. Накладываем раствор так, чтобы он не свисал, лишнее убираем. Так называемая постель для кирпича. Намазываем на тычок, подносим сюда на край, положили раствор и на фасад, на лицевую часть вот так двигаете, чтобы у вас чисто было впереди, все время чисто. Не надо вот сюда ляпать и туда растягивать. Наоборот, сюда ляпнули и наперед вытянули. Поставили. Здесь у вас плоскость вертикальная, чтобы дверка влезла. Значит, дверка идет в коробе из нержавейки, плюс толщина базальтового листа. Обязательно надо запас этот учитывать. Подбираем лишний раствор кончиком мастерка. Сзади кирпича также все выбираем. Из-под куска все, что вылезло, тоже проверяем вертикаль. И здесь также смотрим. Все ровно. Ну и давайте теперь покажу, как расшивается это все. Для расшивки я использую вот такие расшивки. Сначала вертикальные швы расшиваются вот так. И потом горизонтальный. Горизонтальный подбираем сначала, срезаем вот эти все сопельки. Это только что я положил, еще надо хотя бы, чтобы полчаса-час прошло. Но это смотря какая погода еще. Если сильно быстро высыхает, то значит не зевайте, быстрее вытирайте тоже. Иначе потом застынет, сложно будет его расшить. Горизонтальный. Вдавливаем. Следите, чтобы все было плоское, не волнами вот так, а все будет все в одной плоскости, весь шов вот так. И здесь смотрим теперь вертикальные швы, чтобы они сильно не выпирались, вот так подравниваем. То есть таким образом получается горизонтальный и вертикальный в одной плоскости. Здесь вот видите, я пропустил. Сейчас можно вот так добавить. Раз. Заровняли. Все, теперь высохнет, станет белое. Вот ровненько все. Вот эти вот моменты контролируйте. Ну и потом, когда все высохнет, вот это белое, что попалось, тряпочкой вытираете. Все. И ставим лайки. Друзья, в этом видео я вам показал, как рассчитать высоту дна перекрытия, вернее, перекрытия мангала и перекрытия дровника. И сейчас я буду перекрывать дровник на своем мангале в одной плоскости с дном, первым рядом дна мангала. То есть дно у меня мангала из 3 рядов состоит, как вы помните. Ну все, и дальше ждите выпуски на моем канале. Ставим лайки, не забываем. Кто не подписан, прямо сейчас подписываемся на канал.
До новых встреч. Будьте здоровы. Пока.